Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. И вы узнаете, как с помощью обычных, простых, доступных компонентов сделать очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску. Маска на основе детской присыпки отлично смягчает дряблую увядающую кожу, хорошо подходит для домашнего ухода, разглаживает морщины, сорбирует и регулирует работу сальных желез. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску за час до сна, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите детскую присыпку. Присыпка отличный сорбент, идеально подходит для ухода за кожей лица, за кожей шеи, за кожей зоны декольте, отлично смягчает кожу, регулирует работу сальных желез. Идеальный вариант для летнего ухода. Нужно взять 1 чайную ложку присыпки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится крахмал. Крахмал отлично уплотняет кожу, улучшает тургор кожи. Можно использовать кукурузный крахмал или картофельный. Если у вас есть и кукурузный, и картофельный крахмал, предпочтение отдавайте кукурузному крахмалу. Он более мягко ложится на кожу, в момент подсыхания дает лифтинг, подтягивающий эффект и отлично взаимодействует с детской присыпкой, так как имеет очень похожую консистенцию. Нужно взять 1 чайную ложку крахмала. Крахмал возьмите без горки. Тщательно смешайте сухие компоненты так, чтобы они равномерно распределились. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобятся жирные сливки или сметана, в зависимости от вашего типа кожи. Если у вас очень сухой тип кожи, используйте жирные сливки или сметану. Если у вас жирный тип кожи или комбинированный, используйте обычное молоко или кефир. Нужно взять 1 чайную ложку молочного компонента. Молоко или жирные сливки хорошо питают кожу, улучшают цвет лица, делают кожу упругой и эластичной, отлично подходят для ухода за увядающей дряблой кожей, хорошо подтягивает, также взаимодействуя с предыдущими компонентами. Возьмите 2 чайные ложки. Тщательно взбейте все ингредиенты. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить очень качественную антивозрастную омолаживающую маску. В момент смешивания постарайтесь маску как бы взбить так, чтобы компоненты хорошо взаимодействовали между собой. И качественность маски зависит именно от процедуры приготовления домашних масок. Также соблюдайте не только рецептуру домашних масок, но и порядок добавления ингредиентов. Это также очень влияет на качественность домашней маски. На этом этапе маска должна иметь вот такую пышную, приятную консистенцию. В момент приготовления домашних масок также не торопитесь. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты, отлично взаимодействует с предыдущими компонентами, делает кожу очень мягкой и гладкой. Также витамин Е улучшает тургор кожи. Если у вас имеется мелкая сеточка морщин, то витамин Е отлично справляется с этой проблемой. Также витамин Е борется с шелушением кожи. Нужно взять 10 капель витамина Е. Кстати, если у вас витамин Е в капсулах, достаточно взять 1 капсулу. Для приема вовнутрь я использую витамин Е в капсулах. Для приготовления домашних масок более комфортно и удобно для меня использовать витамин Е в масляном составе. Возьмите 10 капель. Также тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать косметическое масло жожоба, миндальное, либо масло персика, в зависимости также от вашего типа кожи. Вы можете также использовать и масло домашнего приготовления. Как приготовить в домашних условиях косметическое масло, вы также можете найти на моем канале. Оставлю подсказку где-нибудь вверху этого видео. Также нужно взять 10 капель косметического масла.
Также взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 2 или 3 раза в неделю. Для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты. Ее можно заменить на янтарную кислоту. Размочите их водой комнатной температуры. Нанесите на влажную умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж в течение 3 минут. Круговыми движениями по кожным массажным линиям уберите верхний ороговевший слой клеток. Оставьте кислотную скатку еще на 2 или 3 минуты. Затем смойте ее водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению сегодняшней маски. Эту маску нужно наносить в 2 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу наносите второй слой. Нанесите эту маску также на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз. Не забывайте остатки домашних масок также наносите на кожу рук. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Рецепты домашних кремов вы также можете найти на моем канале в плейлисте «Кремы». Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.